Всем привет, друзья! С вами я, А3. Вот и первое приветствие на моем новом канале. Первое видео и уже влог про Екатеринбург. Да, про Екатеринбург. Итак, вот мы поедем вот на таких вот велосипедах. Да, с железнодорожной станции. Ну что ж, вот мы и приехали на станцию. Наш поезд, на котором мы сегодня поедем. Вот здесь вот ожидаю кое-какого человечка. Ну что ж, вот мы и в поезде. Едем до Нижнего Тагила. Поезд. Вот такой вот у нас был перебус. Что ж, мы почти подъехали к Нижнему Тагилу, второй город после Екатеринбурга. Догадайтесь, что мы будем в нем делать? Ну что? Нижний Тагил. Ну это еще не конечная наша станция. Мы еще потом поедем в Екатеринбург. Но сейчас кому-то надо проходить медосмотр. Поэтому, в любом случае, это для этого поезда была конечной станцией. Потом через какое-то время поедем на поезд «Ласточка» и уже в Екатеринбург. Дальше. Вот на вот этот поезд мы сядем через 9-8 часов. Примерно так. Раньше все билеты куплены. Да, билеты мы купили вот на этот поезд. Называется «Ласточка». Давайте посмотрим этот вокзал вокруг. Нижнетагильский. Теперь мы сейчас будем выходить в город, и там уже кадры ускорены или не ускорены съемки еще снимем. Памятник, вот, этот паровоз вошел в эксплуатацию 1878 года. Когда я приезжаю в этот Нижний Тагил, я сразу любуюсь этим памятником. Вот не сразу, конечно, но после того, как прошел там на железную дорогу номер 1, я ухожу сюда и попрошу вот этого вот оператора подойти сюда, я хочу его рассмотреть еще раз. Я всегда рядом него рассматриваю. Каждый год. Красавец. Вот так вот мы классненько прокатились на велосипедах, но мы катались не просто так. Оператор скажет, почему мы туда катались. Я забрал, мне папе нужно забрать направление на прохождение профосмотра в Нижнем Тагиле. Да. У нас через 1,5 часа будет профосмотр у меня. Ну сейчас, пока через 1,5 часа, только время мое. И я решил его раскрутить в кафешечке. Вилку, ложку. Вот такой вот у меня хавчик. Мы скатались, сходили в кафешку. И сейчас остается только парк Бондина. Ну и все. Дальше Екатеринбург. Можно я дополню? Давай. У нас сейчас 40 минут, мы ждем, чтобы я мог пройти медицинский профосмотр. Вот, и потом уже мы свободны. И после прохождения профосмотра мы поедем в парк Бондина. Там классные места, классные. Ну что ж, сейчас мы поедем в ускоренной съемке к парку Бондина. Парк Бондина. Где нас там?
решить надо это воду. Вот так вот мы покатались 3 раза на катере. Я вам показал всего лишь 1 раз. Мы сейчас находимся на вокзале на 2-м этаже. И мы сейчас проведем небольшой такой обзор именно на 2-м этаже. Мини-обзор. Пошли. Это у нас, как правильно называется? Детская площадка. Такая. Только что-то детей не вижу. Обычно Ну да. детей нет. Так, спасибо. Город, все красиво. История. История. Осовременили маленько все это. Ну и страницы. Вот страницы истории. Волжская железная дорога. Здесь нашу электричку. Полицейский. Отойди вот это. Вот такой вот был микрообзорчик 2-го этажа. Ну там покажи еще 1-й этаж. Отсюда. Некуда. Ну что ж, вот мы и заходим в поезд, электропоезд «Ласточка». Немножечко у нас все в спешке, поэтому длительно не могу, поэтому... Итак, вот мы немножечко поменялись с людьми, потому что у нас там ерунда, а тут им надо тесниться с нашими велосипедами. Тут как бы задом, но я такой умный, такой гениальный. Вот так вот. И туалет. Вот такая вот. Ну что ж. Таймлапс. Насколько хватит у меня батареи. Ну что, вот мы прибыли на Екатеринбург. Екатеринбург. Долгожданный город. Целый день мы до него добрались. Уважаемые пассажиры, начинается посадка. Скорый поезд номер 73. Сообщение в Тюмень, Санкт-Петербург. Отправление поезда в 23 часа 10 минут. С 4-го пути. Нумерация славы поезда. Стоянный поезд 23 часа 10 минут.
3%. Я не успею. 27, 26, 25, 24, 20, 21. Они были правда же? Вы входите в зону входного контроля. Просим вас поставить на ленту гидроскопа багаж и ручную кладь, выложить все металлические предметы и пройти через рамку металлодетектора. Вот мы и приехали с вами в Екатеринбург. Сейчас я вам покажу парочку ускоренных фрагментов. Мы будем кататься на велосипедах. 3, 2, 1. Вот этот сейчас человечек вам кое-что скажет. А мы находимся в центре Екатеринбурга, у реки, Фенька, покажи, у реки Есень. Она протекает через центр города. И это... Вот, смотри, пройди, покажи. Не торопись. Да, не наеду я. Только видим немножко, мы никогда такого не видели. Что вы? А, Да просто так, да, он там для блога своего делает, и стесняется подойти. Вы так смотрите классно. Я такого никогда не видел. хорошо. Вы ее хотели? До вас и все, и ну, все уже. Она И... уже убежала. А догоню? А не упадешь? Одна-то не упадешь, он мама. Она не упадет, так можно? Спасибо. Ну что ж, первый день в Екатеринбурге прошел, мы покатались на велосипедах, все такое, а теперь аквапарк. Погнали! Ну что, вот мы и прибыли в аквапарк Лимпопо. Вот наш аквапарк, тоже надпись. Без обмана, все честно. Вот, так сказать, вот и Вестибюль. вестибюль самого аквапарка. Покажи. На вот они. Ну все, короче, Я вам показал, я говорил, что я вам покажу фотки. Нет, видеоролик. Вот весь аквапарк. Лимпопо. Смотри, покажи вокруг. Быстрее. и какие большие очереди здесь приходится стоять. Это только так горку проходит. Да ну нафиг. Остальное все помимо. Вот это еще длинная очередь. Да это не вон длинная А вот очередь. уже терпимо. Нет, это многовато. Ну что ж, вот так вот мы сходили в аквапарк 3 часа. Спустя Мое мнение, удовольствие получают только дети до 10 лет. Я только увидел улыбки у детей до 10 лет. А старше это трата времени. Я от скуки умирал. Это было ужасно скучно. Вот самое классное, самое интересное, самая захватывающая вещь. Можно взяли уточек покормим. Мы с тобой батончик взяли. Уточек, давай. Вон они плавают. Сейчас мы Уточек много-много уточек. видео с уточками. Ну что, кормим наших этих уточек, голубей. Ну, кто успеет вычеркнуть.
я тоже. Смотри, уточка прямо лезет к тебе. Давай. Мы проходим через наш как? Дендрологический парк Гидропарк. города Екатеринбурга. Ну это понятно, то, что Екатеринбург. Да, а да, не да. Ну так. Санкт-Петербург. Пошлите. Пулемет такой. Смотри, смотри. Голубые ели. Ага. Только, вот, Самое. только я вот белочек не вижу. Ну что ж, мы так вот прошлись по гидропарку. Сейчас будем идти топать в Гринвич. Поехали. Пошли. Вау. Лондонский автобус. Настоящий, кстати. Красная. Там покажи интерьер. Какие ступеньки. Да, давай. Ступенечки такие. Пойди сюда. Купол. Какого типа? Да. Именно там все настоящее. Там есть всякие. Что настоящие? Что подумаешь, там до пару этих идет. Гидропару, да. Такая, да, филис. Наоборот. А, дочь. Только не урони, ёпросы ты. Ну да, это трындец полный. Все дети вчера были. Где все дети? А вчера были все. Уровень. Надо туда залезть. А все остальное изи. На изи. Вот такое вот у нас местечко есть. А где не кажется, это пустые же. Не разговор. Вот здесь я вот не был. Вот здесь вот. Там нам делать нечего. Итак, сегодня мы покормили уток и утят. Еще мы погуляли по дендропарку. И погуляли по Гринвичу, разумеется. Ну что, мы погуляли по Гринвичу. Теперь мы будем кататься на велосипедах вечерком в центре Екатеринбурга. И запечатлим вам некоторые моменты на видео.
Мы сейчас находимся в пиццерии. На заказ готовится. А что ты заказал? Пиццу? Я заказала пицца. Пепперони, Пепперони. пончик и мосс. А ты ее... Вкуснотища. Ну что, мы вам показали кое-какие интересные фрагменты во время того, когда мы катались на велосипедах. К сожалению, запечатлеть у нас не совсем все получилось, как я сидел за рулем. Но я так думаю, вышло неплохо. Давай. Ну что, мы сейчас находимся возле здания Высоцкий. Покажи его во всю высоту. И мы поднимемся на смотровую башню. Стоимость на одного человека 400 рублей. На смотровую площадку. Ты снимаешь, да? Угу. Съемки, надеюсь, разрешены? Да давай, когда надо, скажешь мне. Ты опять меня со спины снимаешь? Ой, ну куда вы меня пихаете, а? Больно. Ну что, в здании Высоцкий находится антиквариатная машинка такая, раритет. Как вам? Такой вот у нас потолок здесь. Сделано, скорее всего, под медь. Я покажу, здесь холодно. Давай, это здание. Да вообще все показать. Могут наслаждаться оздоровительными процедурами и любоваться на город с высоты, прямо из бассейна. С 2013 года ежегодно в первую субботу сентября актера Владимира Высоцкого. Семья Высоцких официально дала разрешение к небоскребу на 7 уровнях. Высота здания составляет 188 метров. Вот так вот мы погуляли по смотровой площадке небоскреба Высоцкий. Ну, там... О, смотри. Капец. много 2 штучки. Ай, красава. Смотри, 3. Капец. Они ждут еды от нас. Смотри, видишь, они все бегут к нам. А у нас еды нет, орешков нет. Ты без орешков, да? Нет. 3 штучки. Голодные, наверное. Блин, кто бы знал. 4. А где 4? Вот она, вот она. Не, они явно еду ждут, да? А мы не знали, Только велок. На самом деле. Столько делать. Ай, молодца, ай, красава какие. Приблизим, посмотрим их поближе. Ай, улетели. Голубь прилетел. Господи. Что, сбежались? Ой-ой-ой, орешков нет, орешков не дали. В моем блоге сейчас будут белки. Не то одна была, сразу 4, да, откуда не возьмись. 5. Вот она вдалеке. Да, Не, смотри, со всех сторон бегут. Видишь, они не думают, что ты их кормишь. А мы пустые. Все, разбежались. Да, иду. 6 белок. Да, они со всех сторон сразу, да? Просто как будто их здесь. Так они думают, что кормежка началась. Все, давай. Всё. Давай их не будем соблазнять. Ну что, вот так вот мы побывали в Екатеринбурге. Настало время возвращаться домой. Вернее, возвращаться будем на этом же поезде. Ну что ж, вот мы сели в вагон «Ласточки». Покажи этот вагончик. Покажи наши велосипеды, где стоят. Да, они пока еще временно стоят. Вот так вот. Вот так вот мы разложились. Курочка, чаечек, папина водичка. Ну там всякие сумочки. Мы приехали на станцию Нижний Тагил. Что? Вот мы сейчас погуляли на Нижнем Тагиле, никаких записей нет. Ну что записывать?
Сейчас мы едем в Качканах на этом нашей электричке. Старенький. Стареньким, стареющим поездом. Что ж, мы уже давно сели в электричку. Вот так вот мы стоят велосипеды. Все такое. Вот, следующий кадр уже будет на Дарье в Качканах. Поехали. Ну что, вот мы и прибыли в Качканах, к большому сожалению. Когда мы приедем на станцию, это уже будет конец. Ну что, вот так вот мы скатались в Екатеринбург. Мы проезжали через Нижний Тагил на электричке и ласточке. В Нижнем Тагиле мы 3 раза скатались на катере в парке Бондина. Покатались на велосипедах. А в Екатеринбурге мы съездили в аквапарк, пиццерию, Гринвич, Дендропарк и многое другое покормили, уток и утят. Ну, скатались через реку и сеть. Там мы как раз утки кормили. И да, мы жили, нам выделили комнату в квартире. Моя тетя, ее зовут Света. Я повидался со своими двоюродными сестрами Саша и Женя. Я не стала снимать, где я живу, ну зачем? Ну что, вот так вот мы классно скатались в Екатеринбург. Было весело, но настало время прощаться. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк, подписочка на мой канал, колокольчик. Ну и, конечно же, напишите комментарий. Я очень старался на этом видео.